Он говорил о полях, о том, что клетки излучают свет, что форма может передавать информацию, что сознание не в мозге, а в пространстве. Его называли гением, а потом вычеркнули из академии, из учебников, из истории. Гурвич – один из тех, кого наука отвергла, потому что он опередил время. Официально его теории назвали ненаучными. Неофициально продолжали читать и красть. Но теперь его идеи звучат иначе. Когда в клиниках настраивают лазеры по биофотонным параметрам, когда врачи используют свет, чтобы увидеть здоровье клеток, когда ученые говорят о когерентных полях, а инженеры разрабатывают датчики, способные уловить излучение живого. Когда ты разблокируешь смартфон по отпечатку пальца и даже не догадываешься, что в этом сенсоре работает принцип, впервые описанный им 100 лет назад. Он говорил о свете, о поле, о форме. И все это вернулось. Только теперь, без его имени. Но он был не один, их было больше. Их всех называли безумцами, а сегодня начинают понимать, что они были правы. Ты состоишь из клеток, миллиарды крошечных живых форм, каждая из которых светится. Не метафорически, буквально. Каждая клетка излучает. И это излучение не случайное. Оно передает сигналы, оно управляет ростом, оно знает, где быть сердцу, а где глазу. В 1920-х годах это звучало как безумие, но один человек осмелился это сказать – Александр Гурвич. Он поставил эксперимент, который выглядел просто, но потряс само понимание жизни. Он взял 2 корня лука, положил их рядом. Один влиял на другой. Клетки начинали делиться быстрее, как будто один организм посылал сигнал другому. Но когда между ними поставили обычное стекло, эффект исчез. Как будто сигнал не проходил. А вот через кварцевое стекло, которое пропускает ультрафиолетовый свет, все снова работало. Значит, дело было в свете. Живой организм излучал что-то. И это что-то управляло жизнью. Он назвал это метагенным излучением, светом, который запускает деление клеток. Светом, от которого рождается жизнь. Но Гурвич пошел дальше. Он сказал, жизнь управляется полем формы, что клетки подчиняются не только генам, а волновой матрице, которая задает, как будет развиваться тело. Он видел в теле энергетический чертеж, невидимый, но управляющий. Для своего времени это было слишком. Слишком дерзко, слишком нематериально. На него смотрели как на еретика. Он исчез из академии, из журналов, из истории. Но прошло 100 лет, и теперь его идеи звучат иначе. Когда врачи используют свет для диагностики тканей, когда нейрофизиологи изучают когерентные поля в теле, когда лазеры в клиниках настраиваются по биофотонным параметрам, когда ты берешь в руки смартфон и не догадываешься, что в его сенсоре, в биометрии, использованы принципы, которые Гурвич описал в своей лабораторной тетради. Его изгнали, но теперь все возвращается, потому что он был не фантазером, а тем, кто впервые увидел, что жизнь — это свет. Гурвич говорил, форма — это не просто внешний контур, это волновая структура, по которой развивается жизнь. Он смотрел на тело и видел излучающее поле, способное передавать информацию без проводов, без слов, без химии. Но если клетки живут в поле, если форма несет чистоту, то что тогда происходит внутри нас, где рождаются мысли, образы, воспоминания? Что если сам мозг — это не генератор, а антенна? А сознание не в голове, а вокруг нее, и мозг — лишь распаковщик. Следующим, кто подошел к этому краю, был человек, которого сначала называли поэтом, потом фантазером, а теперь одним из отцов новой нейронауки. Карл Прибрам. Если бы ты мог заглянуть внутрь мозга,
Ты бы не нашел там ни образов, ни мыслей, ни воспоминаний, никакой картинки мира, никакого «я». Только сплетение нейронов, вспышки электрических импульсов, биохимические каскады. Но каким-то образом ты не просто осознаешь себя, ты вспоминаешь, видишь, переживаешь. Где все это? И главное, как? Карл Прибрам задавал тот же вопрос. Он был нейрофизиологом, работал в Стэнфорде, Йеле, Рокфеллеровском университете. И он не верил в простую модель «мозг» как жесткий диск. Он считал, что мозг — это приемник, а информация хранится не внутри него, а где-то вне. Прибрам предположил, мозг работает как голографическая система. Что это значит? Голограмма — это изображение, зашифрованное в волновом интерференционном поле. Каждый фрагмент содержит всю картину в виде частотных паттернов. Чтобы увидеть изображение, нужен свет, освещение, которое разворачивает волновую структуру в видимую форму. Точно так же по Прибраму работает и мозг. Он не запоминает, он восстанавливает, он распаковывает частотные поля в образы, ощущения, восприятие. Поэтому мозг — это интерфейс, а не хранилище. Прибрам утверждал, воспоминание — это не запись, это процесс резонанса. Все, что ты пережил, не исчезло. Оно зашифровано в поле, и мозг просто достраивает картину. Поэтому, когда ты вспоминаешь запах детства или голос ушедшего, это не фантазия. Это голографическое сканирование частотного следа. Твое сознание волнует поле, и оно отвечает. Когда Прибрам опубликовал свою модель, ее назвали поэтической, интересной, но не научной, слишком философской, слишком образной. Официальная нейронаука продолжала верить в синапсы, участки памяти, нейромедиаторы. Но те, кто работал с измененными состояниями сознания, медитациями, травмами памяти, видели, что его теория работает на практике. Голографическая модель перекликалась с древними идеями, платоновские эйдосы, даосская мысль о развертке дао, суфийские образы за образом. Везде идея, что мир не внешне материален, а разворачивается внутри сознания как резонанс. Сегодня, спустя десятилетия, голографическая модель Прибрама используется в теориях нейросетей, в понимании фантомных болей, вспышек памяти, в квантовой когнитивной науке, в моделях распределенного сознания. Он предсказал то, что сегодня ученые называют информационным полем, квантовым умом, неместной памятью. Прибрам не строил теории ради сенсаций. Он просто не мог согласиться с тем, что сознание — это реакции в мозге. Он увидел больше. Мозг — это волновой интерфейс, а реальность — это голограмма, развернутая из поля. Если мозг — это голографическая система, а восприятие — это волновая распаковка поля, то где тогда заканчивается эта распаковка? Что если не только память, но и вся наблюдаемая реальность — это не то, что есть, а то, что разворачивается из более глубокого слоя? Карл Прибрам увидел это на уровне мозга. Но был человек, который сделал шаг дальше и увидел это во всей Вселенной. Он говорил, что то, что мы считаем отдельным, на самом деле разные стороны одной волны. Что ты, время, пространство и внешний мир — лишь узор, образовавшийся при всплытии смысла. Этот человек — Дэвид Бом, физик, который услышал, что Вселенная шепчет сама себе. И только кажется, что говорит разными голосами. Представь, что ты берешь лист бумаги. На нем волны, точки, движения. Ты можешь видеть каждую в отдельности, но если свернуть лист в рулон, все они окажутся внутри. Спрятанными, потенциальными, связанными, но не разделенными. Так, по мнению Дэвида Бома, устроена вся Вселенная. Кто он? Физик-теоретик, ученик Эйнштейна. Работал с квантовой запутанностью, релятивистскими эффектами.
автор одной из самых глубоких и самых опасных моделей реальности, которые только предлагались наукой. Он предложил идею, которую не приняли ни физики, ни философы, ни даже его собственные студенты, потому что она сломала само представление о разделенности мира. Бом считал, что то, что мы видим, это развертка, проекция, поверхность. Он называл это эксплицитным порядком, явным, отображенным, визуально доступным. Но под ним скрывается нечто иное. То, что он называл имплицитным порядком, все связанное, все в себе, все через все. Как струны в музыкальном инструменте, натянутые под резонанс. Ты слышишь звук одной, но внутри вибрируют все. Ты наблюдаешь объект, но в нем отражается вся структура. Бом говорил, то, что мы считаем разделенным, в действительности едино, просто наша форма восприятия разрывает целое на части. По его модели пространство и время не фундаментальны. Это просто способы, с помощью которых глубинный порядок разворачивает себя в наблюдаемую форму. Ты не точка сознания, движущаяся по прямой. Ты — развертка, временный узор. Как если бы океан сложил волну, и на мгновение в этой волне появилось ощущение «я». Бом — один из немногих физиков, кто всерьез сотрудничал с философами недуальности, особенно с Джиду Кришнамурти. Их разговоры — это диалог науки и осознанности. Бом не просто искал формулу, он искал понимание. Он чувствовал, что реальность — это не механизм, это поток смысла. Его теории называли непрактичными. Он терял позиции, кафедры, финансирование. В конце жизни был скорее ученым-отшельником, чем частью академического мира. Но его идеи не исчезли. Они остались в архивах квантовой биологии, в современной метафизике, в теории интегративных полей. То, что он называл имплицитным порядком, другие называли полем Акаши, коллективным бессознательным, матрицей сознания, недвойственной природой ума. И везде сквозило одно — мир не разделен. Мир цельный. Ты не просто наблюдатель, ты точка, в которой целое разворачивает себя. То, что ты видишь, это не отражение внешнего. Это само поле, смотрящее на себя через тебя. Чтобы понять это глубже, нужно увидеть два уровня. На первом уровне, внутри иллюзии, ты ощущаешь себя отдельным «я», наблюдателем, и все действительно зависит от того, как ты смотришь. Работает эффект наблюдателя. Восприятие формирует реальность. Но есть и другой уровень, глубинный, недвойственный. Там нет отдельного наблюдателя и наблюдаемого. Там все. Единый процесс развертывания. Ты не смотришь на реальность. Ты и есть та форма, в которой она смотрит на себя. Не глаз, отделенный от мира, а зеркало, в котором мир отражается изнутри себя самого. И все же Бом говорил о Вселенной, о скрытых структурах, об имплицитных порядках, которые разворачивают себя в форму. Но если мы такие сложные волны в поле, то как объяснить разум, память, волю, телепатию? Не как идеи, а как реальные переживания внутри человеческой жизни. Кто-то должен был пойти дальше, не на уровне космоса, а на уровне человека. И такой человек был. Владимир Бехтерев – человек, который слишком глубоко увидел разум. Бехтерев был не просто нейрофизиологом. Он был одним из тех, кто осмелился говорить о психике как о силе. Он не сводил сознание к электрическим разрядам. Он называл его энергией. Изучал гипноз, телепатию, влияние взгляда, внушение, групповое поведение. Говорил о психической передаче, о коллективной воле и о том, что мысль может передаваться вне слов. Он был ученым, но чувствовал поле. Человеком науки, но с видением за пределами. В 1927 году его вызвали к Сталину на неврологическую консультацию. Ходят упорные слухи, что он диагностировал у вождя
тяжелую психическую патологию. Через сутки Бехтерев внезапно умер. Никакого расследования. Имя исчезло из научных трудов. Теории были вычеркнуты. Он пытался говорить о сознании как о силе, выходящей за пределы мозга. Но эта идея была слишком опасна. И если Бехтерев чувствовал поле внутри человека, то был и другой исследователь, который увидел. Поле простирается за пределы тела. Что наше поведение, мысли, даже судьба связаны с ритмами самой звезды, вокруг которой мы вращаемся. Он говорил о Солнце, но на самом деле о человеке. Чижевский был ученым, поэтом, мыслителем и, по сути, скрытым метафизиком эпохи СССР. Он утверждал невероятное, что поведение людей, вспышки агрессии, революции, болезни и даже психические состояния – все это зависит от ритмов Солнца. В 1920-х годах Чижевский начал изучать циклы солнечной активности, 11-летние пики и спады, и сопоставлять их с историческими событиями. Он обнаружил странную закономерность. Именно в периоды солнечных бурь и всплесков человечество переживало революции, восстания, войны. В моменты спада активности, наоборот, наступала депрессия, стагнация, апатия. Он говорил, что Солнце не просто светит, оно модулирует наше внутреннее состояние. Мы не отдельно. Мы внутри поля, резонирующего с космосом. Чижевский говорил, что клетки человека, его психика и дыхание работают как резонаторы. Он утверждал, что мы способны впитывать и передавать вибрации, что сознание настроено на биополевую динамику планеты, и что многие безумия масс – это не психология, а настройка на искаженное излучение поля. Его теория шла вразрез с материализмом. Она говорила о тонких ритмах, поле, энергетике, когда советская наука требовала цифр, схем и лояльности. В 1942 году его арестовали, обвинили в антинаучной деятельности, религиозно-мистических взглядах и отправили в лагеря. Он провел 8 лет в изоляции, почти без права писать. Его труды изымались, его имя исчезло. Но в тишине он продолжал писать стихи и верил, что однажды человечество поймет. Оно живет в поле, и каждая мысль – это отклик звезды. После смерти Сталина его частично реабилитировали. Сегодня его имя все чаще звучит среди ученых, исследующих биоритмы, солнечные влияния и полевую физиологию человека. Он предвосхитил идеи эпигенетики, нейропсихоэкологии, резонансных взаимодействий между человеком и космосом. Чижевский говорил: «Мы не хозяева Вселенной, мы ее ноты, и если забываем о своей настройке, начинаем фальшивить». Он не просто изучал человека, он изучал ритм, в котором звучит жизнь. И если мы чувствуем тревогу, отчуждение, потерянность, возможно, это не сбой психики, а рассогласование с полем, в которое мы встроены, будь то Земля, Солнце или нечто гораздо более тонкое. Чижевский показал: человек встроен в поле, в пульсацию звезд, в дыхание Солнца. Он изучал ритм, в котором звучит жизнь. А следующий ученый пошел еще дальше. Он сказал: это поле, не просто ритм. Это память, не записанная в мозге, а развертывающаяся в пространстве, в тебе, во всем живом. Он утверждал: формы повторяются, потому что Вселенная вспоминает, и называл это морфическим резонансом. Руперт Шелдрейк, биолог, которого до сих пор не простили за то, что он показал, жизнь – это не алгоритм, это отклик, это поле, настраивающееся само на себя через форму. Память не в мозге. Собака знает, когда ты возвращаешься домой, не случайно. Привычки передаются не генами, а полевыми следами. Морфические поля – это основа жизни. Их нельзя увидеть, но они везде. В каждом повторяющемся движении, в каждом архетипе, в каждом отклике живого на живое. Руперт Шелдрейк, биолог.
кембриджский ученый, бывший директор исследовательских программ Королевского общества, автор теории, которая сделала его изгоем в академической науке. Он утверждает, существует поле формы, морфическое поле, в котором хранятся не только структуры, но и поведенческие привычки всех живых существ. Это поле нематериально, оно информационное и резонансное. Принцип морфического резонанса. Если один вид осваивает навык, другой на другом конце планеты осваивает его быстрее. Если одна популяция мышей научилась выходить из лабиринта, другие, даже без контакта, делают это быстрее. Шелдрейк говорит, живая природа не запоминает. Она вспоминает. Через поле, через частоту, через след. После выхода его книги «Новая наука жизни» Nature назвал ее «книгой, которую следует сжечь». Шелдрейка удалили из академических программ. Официальные биологи назвали его шарлатаном. Но он продолжает публиковаться, выступать на конференциях и собирать данные, которые не вписываются в каноническую биологию. Но он – прямой продолжатель. Гурвича с его биополевыми теориями, Прибрама с идеей памяти как волновой распаковки, Чижевского с полевым влиянием среды и Бома с целостным разворачиванием жизни. Шелдрейк не строит теорий, он называет вещи своими именами. Сознание не в мозге, оно в поле, а мозг – просто приемник. ДНК – не хранилище, а антенна. Жизнь – это не механизм, а резонанс. Ты – не тело, которому положено иметь сознание. Ты – сознание, которое настроилось на это тело, на этот момент, на эту форму. Память, интуиция, вдохновение – это не химия. Это вспышки настройки, моменты, когда ты вдруг соединяешься с тем, что всегда было доступно. Ты не учишься, ты вспоминаешь, ты не ищешь, ты входишь в резонанс. Все уже есть. Просто сейчас ты начинаешь слышать. Все эти люди не просто ученые. Это те, кто чувствовали поле, еще до того, как об этом заговорили вслух. Их идеи казались слишком рано, слишком опасно, слишком ненаучно. Но, может быть, дело не в том, что они были неправы, а в том, что мы не были готовы слышать. А теперь, может быть, пришло время вспомнить. Закрой глаза. Не чтобы что-то представить, а чтобы перестать искать снаружи. Посмотри не наружу, а оттуда, откуда ты смотришь. Почувствуй не форму, а то, что чувствует форму. Что именно в тебе чувствует форму. То, что было до образов, до мыслей, до всех названий. Ты не наблюдаешь. Ты разворачиваешься. Ты поле, которое вспоминает себя через форму. Через дыхание, через молчание, через это мгновение. И все, что ты ищешь, не вне тебя. Это ты, настроенный на самого себя.
Побудь там. Не чтобы понять, а чтобы узнать. Без слов. Просто узнай.